Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Мужик и барин». Жил-был мужик да баба, у них было 2 сына. Братьям не приходилось вместе дома жить. Один брат все ходил по чужой стороне. Вот раз собрался он на чужую сторону, надел черный армяк и черный башлык, а желтый армяк и такой же башлык взял про запас. Идет путем дорожкой, попадается ему навстречу барин, едет на паре. Приказал барин кучеру остановиться, остановил кучер коней, подозвал барин мужика. «А, — говорит добрый человек, — вижу, ты на чужой стороне бывал». «Да, точно так, — говорит, — бывал. И много народу видал». «Видал порядочно. Скажи, пожалуйста, кто лучше, поп или судья? Или из нашего брата барин?» Мужик думал и говорит: «Из попов так половина дураков». «Как так?» «А потому что иной поп служит, торопится». «Чего?» «Не пропоет. А из судей?» «Из судей 2/3 дураков есть». «Почему же?» «А потому что судьи, кто их подпоит, так они потому и судят, а кто не подпоит, так того ровно воду льют». «Ну и это хорошо. А из нашего брата, из вашего брата 2/3 дураков, да 1/3 безумников». Барин говорит: «Кучер, погоняй!» И поехал. Отъехали недалеко. Говорит барин кучеру: «Кучер, кучер, а ведь он нас ни во что поставил». «Да я давно думаю, что он вас ни во что поставил». «Да не смею сказать». «Ой, чудак ты! Ты бы давно сказал. Давай, поворачивай коней, да спросим, почему он нас ни во что поставил». Заворотили коней и поехали. Завидел мужик барина. Скоро снял черный армяк и черный башлык. Надел желтый армяк да желтый башлык. Подошел к сосне и подпер сосну плечом. А сосна-то наклонилась на озимь. Подъехал барин и спрашивает: «Не видал ли мужичка в черном армяке да черном башлыке?» «Да, — говорит, — сейчас мимо прошел». «Можем мы его догнать?» «Догнать-то можно. Да вот дорог-то много, а не знаешь, какой он дорогой пошел». «Как не знать? Я бы сразу нашел его». «Так сделай милость, приведи его сюда». «Мне нельзя. Уйди-то, сосна на озимь упадет». «Ну, мы с кучером подержим сосну». «Давай, могу сходить. Пешком-то вот тут только не догнать, надо лошадь». «Кучер, отстегни ему лошадь». Барин взялся за сосну, а кучер отстегнул лошадь. Мужик сел на лошадь и поскакал. Съездил в лесок и назад скачет. «Вот что, — говорит, — я там его догнал, посадил на лошадь. Он поехал было, да неладно. А как ежели мне сидеть, так он за мной не идет. Давайте другую лошадь, мы скоро приедем». Велен барина выпрячь другую лошадь. Сел мужик на одну, а другую в поводу рядом погнал. Приехал в то село, из которого был барин, пришел к барыне и просит 5000 денег. Барыня говорит: «Давай скорее 5000. Барин купил 100 десятин лесу». А та говорит: «Давай записку». «Какая записка? Видишь его кони?»
Принесла барыня 5000 денег и отдала мужику. Он еще у нее спросил какую-нибудь повозку. Барыня говорит: у нас худых повозок нет, вот возьми ту стеклянную. Заложил мужик коней, да и говорит: эти 2 лошади, пожалуй, не потянут, давайте еще лошадь. Запрягай в корень молодого сивка, говорит барыня. Сел мужик в повозку и поехал домой. А барин с кучером стояли, вот и говорит барин кучеру: не обманул ли нас мужик-то? А я давно думаю, что обманул, да вам все не смею сказать. Барин и закричит: ой ты, Фирюль, я бы давно оставил сосну, пускай навозем падает, отбегай, чтобы не задавило. Кучер отскочил, а сосна и не думает валиться. Что же сосна-то не падает? Давай, говорит барин, столкнем. Толкали, не могут спихнуть. Давай, говорит барин, разбежимся, да толкнем, она и слетит. Как не разбегутся, кучер все раньше барина прибежит, говорит барин кучеру. Ты отойди подали, а я стану поближе, так вместе к сосне и прибежим. Отошел кучер подальше, стал барин поближе, побежали к сосне. Подбегает кучер к сосне и упал. А барин через него-то лбом о сосну лоб-то весь и расшиб. Встал и пошел к своей повозке. Спрашивает у кучера: что тяжелее, тарантас вести или хомуты нести? Кучер говорит: конечно, сами знаете, лошадь в тарантасе идет, там никогда не вспотеет, а под хомутом всегда мокро. Как хомут не тяжелее, так неси ты, кучер, хомуты, а я тарантас повезу. Мне тяжелого не унести. Надел кучер на обе руки по хомуту и легошенько пошел, а барин тарантас потащил. Потом потом обливается. Отстал барин от кучера, из виду потерял, кричит: подожди, подожди. Остановился кучер, подождал барина. Подвез барин тарантас и говорит: клади-ка хомуты в тарантас, да повезем вместе. Кучер положил хомуты в тарантас, а сам сунул в колеса по толстой палке стягу. Взялись за тарантас, барин поднатужился, не может с места сдернуть. Нет, говорит, возьми ты хомуты, а я опять тарантас повезу. Кучер выдернул стяги, взял хомуты и пошел вперед. Доехал барин до своего села. Выскочила барыня навстречу и говорит: поздравляю вас с новой купчей. Барин вытаращил глаза и спрашивает: с какой купчей? Да ведь вы послали мужика, он увез 5000 денег на ваших конях, да стеклянную повозку. Барин отдышался, да и захохотал. Ну, хоть ни одного меня обманул мужик, а и барыню. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.